Одним из первых на неделе моды в Милане дом Фенди представил коллекцию «Весна-лето 2023». Модное дефиле бренд устроил в своем шоуруме на Виа Солари. Фэшн-сцену оформили конструктивистскими строительными лесами в лаймовых, конфетно-розовых и сине-зеленых тонах, созвучных с цветовой гаммой модных ансамблей. Новая линейка от креативного директора марки Кима Джонса оказалась удивительно свежей и легкой. В теплом сезоне дизайнер решил основательно поработать с цветом и разукрасил коллекцию в спектр по-настоящему весенних оттенков. Свой выбор модельер так объясняет в комментариях к показу. Как правило, у дома моды Фенди довольно естественная цветовая палитра. Этим мы обязаны семье Фенди. Я же захотел добавить яркости и смешать цвета. В результате в каждом образе присутствует 3 тона, которые гармонируют между собой. В итоге на подиум вышли модели в эффектных летящих нарядах, буквально пропитанных свежестью чистого воздуха, запахом залитой солнцем травы и тихим шелестом горного ручья. Сочный зеленый и светлый бежевый, мягкий оливковый и золотисто-карамельный, нежный коралловый и голубой, серебристо-серый, шоколадный, молочный. Каждая вещь словно подсвечивается изнутри и оттого казалась еще более яркой, волшебной, желанной. Стоит отдать должное Киму Джонсу. Всего за несколько сезонов на посту ведущего дизайнера женской линии он уверенно и гармонично сбалансировал цветовую палитру бренда и утвердил очень четкий модернистский стиль Фенди. Не раз обращаясь за вдохновением к архивам модного дома, Джонс сумел придать образам современное звучание, добавил в наряды динамику спорта, легкую непринужденность, расслабленность, сохранив при этом обаяние, шарм люксовой итальянской марки. Получилось немного необычно, но все так же по Фенди. Со слов модельера, отправной точкой для меня стали коллекции 1996-2004 годов. Дельфина Делетре Фенди тогда носила много этой одежды. Я также основательно исследовал гардероб Сильвии. Это давние вещи, но они выглядят так хорошо, свежо и современно, как раз как я люблю. Но, как говорится, не архивом единым. У Кима Джонса есть и свои сенсационные открытия. Здесь нельзя не отметить мягкие пальто-халаты с широким поясом оби, взятыми из традиционного японского костюма, плюшевые куртки с накладными карманами, элегантные костюмы с высокими лацканами, романтические платья-футляры в крупную диагональную лого-полоску, трикотажные свитеры, где в изнанку вшита двойная буква F, увидеть которую можно только вывернув изделие. Мода конца 90-х, хоть и не характерна бренду Фенди, но все-таки она взяла верх над нынешней весенне-летней коллекцией. Так в линейке появились брюки карго из шелковистой ткани, соблазнительные тонкие кардиганы, полупрозрачная сетка. Из свежих идей – топы с вырезами в районе ребер, как будто их разорвали по шву, брюки с дополнительным фартуком из мерцающего атласа, шелковые юбки с необычным отворотом, словно это стянутое на бедра платье, а также одежда из переработанного винтажного меха норки, который, по словам Джонса, компания Фенди выкупила у своих клиентов. Все мы знаем, друзья, что стиль, настроение и характер модного образа задают аксессуары. В коллекции на теплый сезон брендом представлена замечательная линейка сумок, самых разных по форме, размеру. Здесь и уже знакомая нам сумка-браслет, всевозможные вариации сумки тоут, от более традиционной версии, но только с ремешком-цепочкой или цветочным декором, до очаровательной мини, точнее микро, в форме украшения кулона. Есть модели из меха, кожаная сумка-пакет и универсальный сумочный набор. Немало внимания уделено модной обуви. Сапоги с облегающим голенищем, модели в спортивном стиле и мюли дополнены высоченной платформой. В качестве верха пушистый мех или кожа, которая визуально очень похожа на пластик или резину. Но главное – цвет, яркий, акцентный. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем. С интересом жду ваше мнение в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку.
Всем красоты, приятного просмотра и теплого, солнечного настроения!